Всем привет! Меня зовут Лена, и это канал магазина kugasamokat.ru, который является официальным дилером электросамокатов Kuga на территории России. Пользователи электросамокатов в крупных городах все чаще делают выбор в сторону небольших, но комфортных и надежных моделей. Поэтому хочу поближе вас познакомить с Kuga G-Max. Особо компактным его, правда, не назовешь, но зато комфортом, дизайном и качеством он вполне может посоперничать с самыми популярными городскими моделями. А сервис-менеджеры говорят, что этот самокат крайне редко попадает к ним в руки. Конечно, любой самокат нуждается в обслуживании, даже не электрический. Но чем больше у устройства всяких деталей, составных и подвижных элементов, вроде сложной подвески, тем больше он нуждается в уходе. А тут все просто. Но давайте обо всем по порядку. У Kuga G-Max мотор располагается в переднем колесе. Мощность 500 Вт с напряжением 36 вольт. Такой мотор не позволит вам гонять. Максимальная скорость заявлена 35 км в час. Но зато он весьма тяговитый. Самокат может ехать с нагрузкой до 140 кг, что редко могут позволить себе легкие городские модели. Аккумулятор емкостью 10 ампер-часов или 360 ватт-часов может проехать до 30 км на одном заряде. Мы, конечно же, это проверим и скажем, сколько у нас получилось в реальных условиях. Большие 10-дюймовые надувные колеса с широкими покрышками и универсальным протектором. Никакой подвески, никаких дополнительных амортизаторов. Максимум, что можно сделать, это отрегулировать давление в шинах. Но зато ничего не скрипит, ничего не надо смазывать или менять. Идеально для ленивых людей. Дорожный просвет у самоката 9,5 см. Этого достаточно, чтобы проезжать лежачие полицейские и большинство бордюров. Подставка самоката убирается в углубление батарейного отсека и не выступает за его нижний край. Электрический тормоз в переднем колесе дополняет механический дисковый тормоз на заднем колесе. Оба они срабатывают при нажатии одной рукоятки на левой стороне руля. Здесь же есть очень важная и нужная деталь для езды в городе – звоночек. Причем механический мне нравится гораздо больше электронного. Люди на него хоть как-то реагируют. Прочная рама выполнена как единая конструкция. Широкая дека с противоскользящим резиновым покрытием сзади переходит в дополнительную опору для ноги. А спереди широкий откос, выполняющий роль переднего крыла, переходит сразу в рулевой стакан. И насколько я могу заметить, все это цельно литая деталь, без каких-либо сварных швов, а значит ломаться тут нечему. Люфт отсутствует в принципе. Конструкция максимально прочная и надежная. Но, вероятно, именно это добавляет самокату вес. В реальности он весит 19,5 кг вместо заявленных 18. Для девушек это несколько многовато. Механизм складывания максимально простой и удобный. Нужно повернуть красное фиксирующее кольцо, поднять металлический стакан вверх и опустить рулевую стойку. Она фиксируется в сложенном состоянии, и самокат удобно поднять и перенести или погрузить в багажник автомобиля. Но для переполненного городского транспорта G-Max не лучший вариант. Руль достаточно широкий, что будет удобно крупным райдерам. Но рукоятки руля не складываются. Резиновые грипсы приятные на ощупь, не крутятся и не проскальзывают. Управление газом выполнено в виде лепестка под большой палец. Рядом находится кнопка включения самоката, которая также переключает скоростные режимы. Их тут стандартно 3. И кнопка включения передней фары. Красный габарит на заднем крыле горит всегда, вне зависимости от переднего освещения. А при нажатии на тормоз начинает мигать, выполняя роль стоп-сигнала. Корпус самоката без каких-либо лишних торчащих проводов, мешающихся и нуждающихся в дополнительной изоляции. Единственное, что я вижу, это тормозной тросик, который убран в рулевую стойку через плотную силиконовую проставку, которая будет защищать его от перетирания и попадания влаги. В целом, монолитная конструкция самоката изначально неплохо защищает критически важные компоненты самоката от повреждений и попадания воды. Его батарея находится в пластиковом корпусе, а пластиковый корпус снизу дополнительно защищает металлическая рама на случай, если вы наскочите на камень или бордюр. В
В СМИ, кстати, любят периодически распространять информацию о возгораниях электросамокатов. Так вот, в большинстве случаев это происходит при механическом повреждении аккумулятора. А у G-Max возможность такого повреждения сведена к минимуму. Кстати, за зарядом батареи, помимо индикации на дисплее, которая всегда очень примерная, очень удобно следить в мобильном приложении, где уровень заряда отображается в процентах. Через приложение также можно включить и выключить фару и заблокировать самокат, чтобы он не включался и не ехал на случай, если вам на минутку нужно забежать в какой-нибудь магазин. Еще в приложении можно отрегулировать яркость дисплея, но даже на максимальных настройках на солнце на нем не видно абсолютно ничего. Это первый и очевидный минус. Но с остальными поехали разбираться. Как и ожидалось, с самого начала Kuga G-Max показался очень динамичным. Он быстро ускоряется с места, при этом трогается, на мой взгляд, мягко, без рывков и пробуксовок. В большом городе это немаловажно для комфортной езды, потому что постоянно приходится притормаживать и разгоняться. G-Max не дергается, как G2 Pro, но и не тащится, как X1. Идеальное ускорение. Тормоза тоже отличные. Рукоятка нажимается легко, даже одним пальцем. Так что не приходится отпускать руль. Тормозит самокат быстро и уверенно, но при этом без сильного толчка вперед. Видимо, хорошо настроенный время срабатывания механического и рекуперативного тормоза. Правда, звук при срабатывании и рекуперации громковат. Максимальная скорость одинаковая, что с моим весом, что с весом нашего оператора – 35 км в час. Четко, как и заявлено. При активной езде, резких ускорениях и торможении немного не хватает длины дейки. Хочется пошире поставить ноги и занять более устойчивую позу. При этом сам G-Max очень хорошо держит дорогу. Его не болтает из стороны в сторону от малейшей неровности. Новичкам и тем, кто катается неуверенно, на таком самокате будет значительно комфортнее и проще ездить. Широкая дека, большие колеса и широкие покрышки делают его очень устойчивым. Можно спокойно ехать, держа руль одной рукой. И нет, я не советую так делать, это небезопасно. Но иногда бывает нужно поправить волосы или очки, например. Но отсутствие подвески все-таки дает о себе знать. Мы катались вместе с нашим оператором, и наши мнения по поводу его комфорта и мягкости сильно разделились. Потому что сильно различается и наш вес. Он весит почти 100 килограмм, а я 58. По моим ощущениям, на самокате комфортно только на хорошем асфальте. И, как это ни странно, на лесных и парковых грунтовых дорожках, будь то просто утоптанная земля или мелкий гравий. Тут надувные колеса справляются на отлично, даже на большой скорости. Но плохой асфальт, брусчатку, плитку, бордюры проезжать не очень приятно. Жестче, чем, например, на том же X1. Скорость приходится сбрасывать очень сильно. В большинстве своем все эти неровности заметны на переднем колесе и сильно отдают в руль, что может осложнить управление самокатом. А по словам нашего оператора, ему наоборот, G-Max показался комфортнее, чем X1. А дело все в том, что при таком большом весе упругости подвески X1 не хватает и ее пробивает до упора. С моим же весом он мягкий и пружинистый, и даже брусчатка почти не ощущается. G-Max же, наоборот, рассчитан на большие нагрузки, и под большим весом колеса сильнее прожимаются и ощущаются мягче. А моего веса на нем не хватало, и он был слишком жесткий. Для того, чтобы это исправить, можно было уменьшить давление в шинах, и стало бы заметно лучше. Мы это уже проверяли 2 года назад. Но если вы планируете, например, купить один самокат на всю семью, то либо кому-то одному будет не очень комфортно, либо придется постоянно то накачивать, то спускать колеса, что тоже так себе затея. Кстати, по обслуживанию, люфтам и скрипам проблем особо не было замечено, хоть самокат и не новый, а с тест-драйва. Все довольно тихо и собрано. Чуть-чуть позвякивает рукоятка руля со стороны тормозной ручки, но меня это не напрягало. Единственное, что
При первоначальной сборке и установке руля советую посадить его на фиксатор резьбы. Не знаю, был ли он там изначально или нет, но к концу поездки болты немного расшатались. Клиренс, хоть и кажется небольшим, но нам за всю поездку проблем не доставил, и ни разу дном самокат нигде не зацепил. Хвала подножке, которая не торчит снизу. Правда, устойчивость ее несколько хромает, и если руль самоката повернут в противоположную от нее сторону, то самокат не стоит вовсе. Да и с прямым рулем на неровной поверхности бывают сложности. На сильном ветру, например, самокат пытался от нас тихо смыться, да в заднюю. По тяге, в плане подъема в горке, самокат находится примерно на одном уровне с X1 и чуть послабее, чем M4 Pro. Со мной он в горку въехал, а с нашим оператором все-таки не смог. Проехал он у нас даже больше, чем было заявлено производителем. Мы начали нашу поездку, когда одометр показывал 173 километра пробега, а перед тем, как самокат выключился, отображалась цифра 204. Итого 31 километр, из которых 20 проехала я, а 11 наш оператор. И, кстати, показания спидометра и одометра в самом самокате сходятся с показаниями GPS. Что в итоге? G-Max динамичный. Он быстро разгоняется, не уступая в этом даже M4 Pro. Он уверенно тормозит, что важно для безопасной езды. Он устойчивый, хорошо держит дорогу и легко управляется, что может подойти для новичков, подростков и просто тех, кто неуверенно ездит. И G-Max не нуждается в каком-то особом уходе и постоянном техобслуживании. G-Max – это такая некая альтернатива Kuga X1. Но если X1 я бы посоветовала людям с весом до 70-80 кг, то G-Max наоборот, предпочтительнее для тех, кто весит больше 80, а то и 100 кг. Он не сильно проигрывает в дальности хода, не теряет в скорости и при большой нагрузке становится даже мягче и едет ровнее. И если при весе больше 100 кг стоковую подвеску рано или поздно начнет пробивать, то тут вы напрочь лишены этой проблемы. На этом у меня все. С вами был магазин Kuga Самокат и я его ведущая Лена. Берегите себя на дорогах и до скорых встреч!